Всем привет, вы смотрите «Мир музыки». Мы продолжаем нашу серию интервью «Доигрались», в которых мы, в общем-то, не будем играть, а будем просто разговаривать. И сегодня у нас в гостях Витя Кучер. Витя, привет. Привет. Спасибо, что нашел время. Да, спасибо, что позвал. Отлично. Я с удовольствием. И сегодня мы будем беседовать с ним как раз на окологитарные, околомузыкальные темы, все, что, в общем, с ним может быть связано, и то, я надеюсь, о чем вы еще не видели его рассказов в Ютубе. Ну и сразу я хочу, наверное, так с глубинки начать, потому что, интервью в Ютубе уже много достаточно есть, где ты там рассказывал, с чего ты начинал, как ты пришел к гитаре. Давай поговорим сразу о твоей, так скажем, не совсем ординарной манере игры в срезе современных гитаристов молодых. Потому что, как я вижу, например, современную, такую прогрессивную гитарную тусовку среди гитаристов именно в рок-музыке, да, то есть когда музыкант, гитарист много занимается на гитаре, растет, погружается в инструмент глубже, начинает изучать теорию, все-таки большинство гитаристов, они по таким двум самым основным веткам расходятся. Одни начинают уходить куда-то в джаз, в математику, чтобы все понимать до мельчайших деталей, до глубины. Либо вторые, они идут примерно по такой же схеме, но они остаются где-то в ветке рок-музыки, то есть они идут в тяжелую, прогрессивную, быструю, суперскоростную шреддерскую музыку. А ты на этом фоне довольно-таки сильно выделяешься, потому что у тебя все-таки такая ядро, наверное, твоей игры — это блюз и рок, такой ранний рок, примерно 60-х. Во-первых, спасибо, мне очень приятно. Да, смотри, на самом деле фишка в том, что я как-то изначально слушал такую музыку, когда мне было 14-15 лет. То есть я как-то... Такие группы, как Led Zeppelin, они у меня всегда были в моем плеере где-то, да, то есть я это слушал с детства. Плюс у нас группа как-то изначально задумалась, что мы будем играть такой хардкорный рок-н-ролл. Мы с Андрюшей еще в 2009 году это все решили. И как-то сразу я всю эту металл-историю от себя отбросил, потому что как-то, мне перестало это быть интересно. До этого я, конечно же, это любил, играл, и, может быть, даже сейчас что-то из этого не сыграю. А потом как-то переключился опять на эту рок-музыку, плюс Гризли. Наше творчество, оно как-то так тоже очень близко к этому. Поэтому я как-то вокруг этого всего вертелся. И просто мне это, нравится. А что касаемо фьюжн, я пока, может быть, не дорос до каких-то таких нюансов. Может быть, когда-нибудь я изучу основательно теорию, все эти дела и перейду в такие штуки. Просто я многие вещи из этого, честно говоря, не люблю. Мне просто многие вещи не нравятся музыкально. То есть, знаешь, это какая-то опять же, не хочу никого обидеть, всем, кому нравится, ради бога. Просто есть, как мне кажется, такие две крайности. Просто, опять же, брать этот металл, который супер прям классный, мелодичный, который можно слушать, при всем при этом, что он будет тяжелый, и все остальное. Бывает такой, который, я не знаю, помнишь, такие группы были, Psyopus? Да. В принципе, это все с Норман Джин, где-то хаотик-сцены. Да, такие всякие безумия, которые, достаточно сложно слушать постоянно и долго, и все остальное. То есть, вроде как концепция, это прикольно, это и интересно, и все остальное. Я вспоминаю, были такие группы, как Тони Данза, Тэп Дэнс Экстраваганза, такие названия сумасшедшие. Классно, весело, но я лично не могу, допустим, очень долго это слушать. Меня прям, во-первых, мне надоедает, во-вторых, мне сразу хочется послушать что-то поспокойнее или что-то иное. А то же самое с фьюжном, с фьюжном, не знаю, как можно. Наверное, склонять можно. Можно, да. То же самое здесь. То есть, вроде прикольно. Я вижу, как чуваки все это круто умеют, и как они все это делают быстро, фантастически, прям вообще молодцы, я так не могу. Но опять же, также я врубаю, и со второго трека я что-то мне надоело. Поэтому это немножечко не моя просто тема музыкальная, поэтому мне это не нравится. А рок-н-ролл, Led Zeppelin, блюз, что угодно, пожалуйста, могу слушать очень долго, и мне это нравится. Плюс, как мне кажется, эти всякие штуки у меня вроде как получаются, рейки, эти бенды, это такое в меру грязное звучание. Короче, я просто с этого кайфую, мне прикольно. Я сейчас понимаю, что сейчас такая современная тема, она, опять же, это не то, что растет из нашего, Ютуба, а это в целом общая такая, наверное, какая-то музыкальная эволюция отчасти, да, то есть, гитаристы стараются играть чище, аккуратнее, быстрее, ровнее, этот тайминг, все такие моменты, нюансы. Не знаю, я, вижу кайф в всякой грязной игре. Всякие такие штуки, мне просто прикольно с этого. Поэтому, наверное, прям супер такая вылизанная игра в этом плане меня не привлекает. Поэтому это, опять же, одна из таких важнейших, мне кажется, составляющих. То есть понятно, если берем какой-нибудь тот же
Филипп Сейс, блюз-роковый такой чувак. То есть там, ну, понятно, что в техническом плане там он прям очень крутой, там тоже все ровненько, но вот все равно вот прослеживается вот это вот там Стиви Рэй Вон, вот это настроение. Это, короче, очень круто. Я прям фанат. Хотя, однако, ну, я же и слушаю и других чуваков. Ну, там тот же самый там Матео Сасато, там, Плини, пожалуйста, Полифия. Вот эти современные чуваки, которые уже, скажем так, даже какие-то новые штуки привносят, да, открывают что-то музыкальное крутое. То есть, короче, это тоже очень интересно. Я пытаюсь какие-то фишечки там тоже подглядеть. Вот. Но в рамках, наверное, Гризлей не совсем получается прям активно это вставлять. Ну, вот я там периодически пытаюсь какие-то свои темы пилить, и вроде даже что-то там получается. Но я работаю над собой, короче. Вот, такие дела. Ты вспомнил Psyopus, и у меня такой флешбэк небольшой, как раз в конец нулевых был, когда вот эта вот хаотик музыка, экстремальная музыка, да, она становилась популярной. Я все-таки помню, что да, вы что-то там с Андрюшей, у вас было какое-то участие в проектах, где вы прям, ну, такую экстремальную музыку исполняли. И как раз тогда я с вами дистанционно познакомился, и мне вот как раз показалось, что ты как раз такой чувак, который вот понимает эту экстремальную музыку и куда-то вот в том ключе будет развиваться. А потом, через там какое-то, может, там, количество лет, год, два, три, у вас выходит клип с Гризлями уже, где вы с картонными гитарами. И это такой southern рок, но с явным фундаментом из хардкора такого американского. И я такой, типа, блин, круто, круто. То есть как чувак вот переформатировался вот этот вот ваша манера подачи, музыкальность какая-то. Я думал, что ты будешь развиваться вот как раз, как и большинство других гитаристов вот нашей вот этой вот когорты, прослойки, не знаю, как правильно сказать. Многие же, они как раз вот куда-то в экстрим уходили. Потом стала популярна Мишуга. Да, это как раз примерно в то время. Тяжелые строи и все сложные размеры. А у вас вот как раз вот все наоборот в простоту уходило. Тут, возможно, опять же, случайность. Вот. Фишка в чем? Что мы действительно, да, играли такой вот, типа, прогрессивный металл, то есть причем даже в то время, когда еще, скажем так, это не супер было у нас на волне. То есть у нас была уже хаотика, был уже там, типа, вот понятно, вот этот хардкор, была металкорная сцена, дедкорная сцена. Ну вот, причем дедкор, по-моему, так только вот прям появлялся, там, когда Автоскан, еще какие-то такие вот ребята. Вот. А мы просто уверенно сидели на репетиционной точке и сочиняли сложнейший металл со взрослыми чуваками. Ну, конечно, сейчас в тот момент для меня они были взрослые, сейчас я сам такой же. Вот, я просто был мелкий, мне было 19 тогда. Вот, и, соответственно, тогда, конечно, да, у нас прям горело, мы хотели играть и концерты, и все это, а чуваки такие были, типа, блин, нет, давайте-ка мы сейчас соберем супер крутой материал, у нас песни будут по 8 минут, мы сейчас будем играть такой классный прогрессивный металл, никто такого не делал, мы сейчас выстрелим, и как, короче, вот. Но, типа, с условием, что будем играть только там с фирменными чуваками, вот, и как бы, ну, типа, такой же более, наверное, взрослый подход к этому вопросу. А мы как бы, типа, блин, типа, Андрюша, ему 18, мне 19, типа, хочется концерты играть, хочется вот это все. И плюс, как бы, ну, очевидно, что многие моменты, ну, мы же понимаем, что у нас как бы есть какая-то определенная, ну, типа, хардкор-история и разного рода ответвления, там, типа, металкорная тема, дедкорная, потом, там, прогрессив, там, джент, вот эта вся история, но чуть появлялась, и в какой-то момент, ну, вот, на Западе, скажем так, ну вот там, типа, это те же самые Every Time I Die, Millions of Disaster, они там начали набирать какие-то такие обороты, естественно, это дошло там до Андрюхи, до меня, там, он мне что-то показал, и мы такие, блин, а у нас-то особо-то никто такой ничего не играет, и это прикольно, и у меня сразу начали всплывать, знаешь, типа, а я же там Led Zeppelin слушал, а это же можно тут-то вставлять, и все остальное, но поначалу, конечно, я вот сейчас так переслушиваю свои старые пишки, и вот то, что было, это, конечно, такой детский сад, ну, на мой взгляд, в плане и партий. Ну, то есть там просто такая смешная, типа, пентатоника, вот эти солячки, без вибрат. Мне кажется, через эту наивность все музыканты Да, да, и это клево. На самом деле круто, что, типа, есть, как мне кажется, какой-то, типа, прогресс, то есть можно как даже проследить какое-то взросление, типа, музыкальное, и в том числе и там мелодическое, вокальное и все остальное. То есть, как бы, действительно видно, что там вот прям молодые чуваки такие, о, прикольно, давай такое резко заиграем. Еще толком не понимают, что с этим надо делать, вот, но, как бы, вроде как тема поперла. И тут уже мы просто включились, и это стало интересно. Причем поначалу даже вот, взять того же Андрюху, он не умел так петь. Ну, то есть он супер талантливый чувак, вообще, прям просто, Андрюша, тебя люблю. Супер крутой музыкант, все такое, но
В тот момент, особенно вот этот юношеский максимализм, все такое, вот мы с ним прям дико спорили, вот, потому что он хотел, чтобы вот это был, типа, музыкально, типа, рок-н-ролл, все такое, как, типа, вот я там пишу. А вокально он хотел, чтобы это был металл, то есть там должен был быть гроулинг, вот эти все нюансы, скрим. И, короче, первые наши демки, которые мы писали у меня дома, они были вот именно такие. То есть это какая-то такая смесь вот этого предыдущего проекта, типа, с прогрессивным музлом, и вот этого уже попытки начать какой-то рок-н-ролльно что-то играть, вот это, конечно, слушалось смешно. И я с ним так поборолся первое время, чтобы заставить его петь вот с этим расщеплением, какие-то такие вот нюансы. А потом он сам проперся, понял, что это у него начинает получаться, что это круто, это, как бы, типа, даже интересно в рамках относительно там других групп, да, там и все остальное. Вот. И он все, типа, включился и нашел какую-то свою фишку, и, типа, в этом он, я считаю, очень крутой. Ну, вот. Андрюша, привет. Я действительно соглашусь с тобой, что он очень крутой, очень харизматичный и неординарный, наверное, вокалист вообще на российской рок-сцене. Но он просто настоящий, понимаешь? То есть, как бы вот он какой на сцене, такой он и в жизни. Он как бы, типа, не притворяется абсолютно. То есть он может там зимой вот в шлепанцах ходить, в шортах. Знаешь, типа, ему пофигу. Ну вот как бы он об этом и поет, ну, грубо говоря. Знаешь, типа, ну и как бы в это верится, и это круто, ну, типа, это клево. К разговору о стилях, как ты считаешь? Ну, в принципе, да, мы это видим периодически, что жанры, даже в рок-музыке, какие-то ответвления, они все равно немножечко идут так, ну, не по кругу, но по спирали. Это правда, да. Вот насколько ты это ощущаешь сейчас, когда как раз ты начинал делать, вы с Андрюшей начинали Гризлей делать, все-таки, ну, Southern Rock, он где-то там на Западе вот только-только начинал развиваться. My Land and the Sons of Disaster, да, я помню эту группу тоже, прям дичайше. В то время я прям очень перся, вообще очень крутые, да. У них очень крутые клипы. Это же, по-моему, проект вокалиста Underoath. Underoath первого чувака, который вот там на первом альбоме. Мне он, кстати, очень не нравился. Underoath. Да, там вообще очень круто. Да, следующий был намного круче. Вот. И сейчас, в принципе, то, что вы играете, оно гораздо популярнее. То есть, когда вы начинали, вы к этому пришли. Но, тем не менее, если отмотать от точки начала вашей музыкальной деятельности, там, какое-то количество десятилетий назад, то, в принципе, сама идея, вот гитарная идея, да, она была, ядро этой идеи, оно было такое же. То есть, в принципе, мы это видим. Насколько ты это ощущаешь? Так, во-первых, то, что вот все спирально, это я ощущаю даже не только вот, скажем так, потому что я делаю, потому что уже у нас так получается, знаешь, в чем прикол, что мы как бы изначально пытались уже за собой зацепить вот этот, типа, жанр, типа, там, южного рока, да, там, так что теперь от него откреститься, грубо говоря, не можем, но это уж так. Шутки. Вот. А потом уже пытались как-то найти что-то такое свое, чтобы мы могли там добавлять оттуда, оттуда, но чтобы при всем при этом настроение было какое-то вот типа похожее на Гризли. А вот в глобальном плане, в музыкальном, вот даже сейчас просто фишка в том, что вот такое музло, которое мы делаем, и в целом ты заметил, что сейчас уже практически нету вот этих вот каких-то там типа коровых нововведений разных. То есть как бы у нас раньше постоянно там раз там в полгода в год стабильно появлялись там типа там металкор, дедкор, хардкор, все остальное. А сейчас все как-то так одно время вот превратилось так типа раз, два, три, рок и рэп, ну грубо говоря. Как-то вот. И фишка в том, что раньше у нас были какие-то типа, да даже не у нас, наверное, там пораньше были типа отличительные особенности у людей. То есть там металлисты конкретно отличались от рэперов. Сейчас сложно отличить. Абсолютно. Я в кепке, в широких штанах, вот, и все остальное. Хотя, как бы, ну, типа, рэп не особо слушаю. Ну, как бы, вот. То есть сейчас, как бы, уже просто вот это вот все, вся визуальная составляющая, она как-то так, знаешь, типа, поженилась, грубо говоря. То есть все так плюс-минус похожи. То есть есть просто кто-то модный, кто-то такой более ортодоксальный, такой, типа, рокер, кто-то там постарше, все остальное. Ну, как-то, короче, типа, вот это все поженилось, еще раз повторюсь, да, и поэтому теперь, знаешь, как бы, вот это все не так ощущается, как тогда. Что вот как бы нету сейчас вот этих каких-то нововведений. Но если смотреть по всякому молодежному музлу, а я периодически молодежному, господи, сколько мне лет, слежу за тем, что делают ребята, которым типа там 19, там 20, ну, грубо говоря, то есть я понятно, что есть в интернете, и у меня огромное количество знакомых в музыкальной там индустрии. Я там, естественно, вижу там всякие группы типа там Пошлая Молли, или там какие-нибудь там Лизер, там всякие вот эти чуваки, которые что-то делают. И вот у многих, особенно там вот сейчас появляющихся, прослеживаются какие-то там типа эмокорные моменты, какой-то гранж, какие-то вот эти нюансы. То есть, видишь, опять вернулось. То есть, в наше время там была там «Седьмая раса», там вот типа вот эти группы, гранж, там опять-таки, потом что-то пошло в альтернативу, потом еще что-то. Сейчас опять, вот видишь, опять все в Кобейна играют, там вот как-то это все, короче, ну типа прикольно. То есть, значит, возможно, дальше опять все начнут себе дреды плести и играть Джонатана Дэвиса. Короче, ну посмотрим, это интересно. То есть, как бы вот это все действительно очень все циклично. В рамках Гризли, наверное, мы уже как-то типа вот нашли какую-то вот свою вот эту историю, будем вот просто вот
плюс-минус в ней находиться. Нам просто тут комфортно и клево. И, наверное, нет смысла играть тик-ток-панк, добавлять синтезаторы, и как бы, ну, это было бы, наверное, очень тупо. Ну, кстати, вот да, я сейчас как раз подумал о том, что есть ли смысл зарекаться об этом. Не знаю, посмотрим, потому что... Конечно, посмотрим. Возьми тех же самых Bring the Horizon. Ну, да. Ну, у нас, понимаешь, в чем прикол? У нас, наверное, такой задачи и супер, наверное, не стоит. Как бы мы что-то такие уже подуспокоились. Вроде прикольно. Вот мы что-то делаем такое. Это нравится людям, классно, и там прикольно. То есть, конечно же, ну, я буду лукавить, если скажу, что я не хочу там собирать стадионы. Конечно, хочу. Ну, посмотрим, как. Ну, наверное, ради этого я не хочу, чтобы мы кардинально с гризлями начинали играть там, типа, какой-нибудь там вот этот молодежный панк и все такое. Наверное, это будет глупо. А так, говорю, да, то есть... Опять же, ну, в конце концов, может, мне это завтра так понравится. Опять же, тот же вопрос вот в чем. Это же делают не роботы, а живые люди. И взять, допустим, того же самого Андрюшу, ну вот, мы же сейчас запели на русском, а до этого пели на английском. Да. И на английском очень классно получалось петь про там виски, тусовки и все остальное. А на русском у Андрюши классно получается петь уже про другие, более серьезные вещи. И тут сразу такие, типа, блин, кто-то говорит, непривычно, слушайте. Ну, то есть до этого как бы вроде все было в рок-н-ролле и в угаре, классно, а тут вот, ну, там классная шутка была, мне понравилось, тут написал в комментариях, что типа раньше просто Андрюша пил виски, а сейчас начал пить водку. Вот, очень похоже на правду, кстати. Вот, и тут в чем прикол? Ну, просто вот у него был вот такой какой-то вайб, знаешь, у него такая была волна, что он типа вот, ну вот, такое настроение, знаешь, плюс какие-то там, ну, в общем, общемировые там моменты, которые его волнуют. Ну, может быть, вот такой, типа, более депрессивный был год, знаешь, там, не знаю. И поэтому это как-то вылилось, отразилось на творчестве. И мне кажется, это даже прикольно. Это даже интересно, что, типа, можно проследить за тем, как меняется жизнь, мировоззрение человека и так далее. Опять же, если послушать там музыкальную составляющую, когда мы начинали играть там южный рок, там даже в помине никакого Хендрикса не было. Я и не думал о том, что я все-таки там было много хардкора. Было очень много хардкора, было много очень гитар из красного дерева. Вот, и я даже понятия не имел, что когда-нибудь там стратокастер в руки возьму, понимаешь? Вот, а потом по итогу мне там это понравилось, то-то, то-то, пятое, десятое, и это, естественно, отразилось и на музыке в том числе. Поэтому, не знаю, может быть, завтра мне понравится группа «Пошлая Молли», не знаю, или еще что-нибудь, и будем вот петь вот что-то такое. Но все-таки ты допускаешь то, что ну, куда-то кривая вот это вот творчество завести может. Посмотрим, я не знаю. Да, это же творчество, говорю, да, все мы люди, что-нибудь может и поменять. Просто даже среди моих знакомых есть, наверное, две категории, вот как раз среди знакомых профессиональных музыкантов, две категории гитаристов. Одни как раз, они достаточно широко, свободно мыслят и такие, ну окей, а почему бы не попробовать? Ничего плохого нет, если я возьму синтезатор и начну вот это как-то интегрировать в свою музыку. Да. Не меняя жанр кардинально, но вот попробую разнообразить. А есть люди, которые, что, синтезатор? Это все, это табу, это нельзя, это грех. Да, это ты что, в Нирване не было синтезатора, все, значит, даже... Ну, да, не, я к этому всему проще отношусь, то есть, как бы, если это в тему, если это прикольно, если это интересно, и если это самое главное тебе нравится, в первую очередь, а это не просто попытка условно, типа, а давай-ка мы сейчас вот всех обманем, нам 35 лет, а мы сейчас как вот 18-летних уделаем, знаешь, их же музлом, но это будет очень тупо, мне кажется. А если ты действительно в этой теме начинаешь, типа, вариться, тебе это нравится, ты шаришь, и как бы, почему бы нет? Ну, опять же, вот взять, допустим, тех же самых Fever 333. Это же чуваки вообще из супер хардкорного там подвала вышли, понимаешь? То есть там группа Cherry, вот я вообще большой там фанат, да, там, или там Let Live. И я даже, кстати, очень расстроился сначала, когда они вот выпустили этот альбом с этими линкин-парковыми припевами, знаешь, типа вот. То есть я поначалу думал, что когда они выпустили первый вот этот видос, где они в машине сидят там барабанщиками в машине, и вот они там такие, я думаю, блин, круто, вот эти одни из моих любимых чуваков вот из этой темы играют какой-то такой современный Rage Against the Machine вот с этим прикольными, типа, электронными барабанами, с этим хай-хетиком, знаешь, таким трэповым, или как там все правильно называется. Вот, то есть, как бы, это прикольное вот это вот соединение, да, и я так думаю, блин, круто, появится такой современный Rage Against the Machine с классными чуваками, они же там сальто на сцене делают. Вот, а потом началось, ты так, вот, и ты такой, блин, с точки зрения коммерческой истории, ты понимаешь, что, типа, все супер четко, молодцы, вообще классно, и это выстрелило, это сработало, все здорово. Вот, с точки зрения моих ожиданий, конечно, типа, блин, я хотел другое, да, вот. Это, опять же, к разговору о том, что, типа, чувакам, ну, типа, не 18, им уже там под 40 всем, знаешь, там, типа, ну, 35, все такое. То есть, как бы, и ничего, вот они взяли, совместили какие-то современные штуки вот с чем-то, что они делали до этого. И получилось, ну, как бы, классно, все это слушают, очень много людей. Класс, молодцы.
Окей, но вот за твою творческую деятельность, даже не берем профессиональную, да, наверное, вот с того момента, как ты начал увлекаться не просто игрой на гитаре, а игрой на гитаре в группе и сочинением музла. Насколько вот ты сейчас, оглядываясь назад, можешь сказать, что мода влияла на какие-то направления твоей музыкальной деятельности, на креатив? Я думаю, что да, конечно. Я застал вообще все вот эти лестники и там и гранж, и альтернативы, и, соответственно, естественно, мне все это было интересно тогда. Я находился в каком-то поиске, и у меня не было такого, что я там условно вот в 14 лет открыл для себя там группу там, «Гражданская оборона» и слушал ее потом всю свою жизнь. Знаешь, такого не было. Я вообще в целом, ну как бы, опять же, это было условно, я ничего против не имею абсолютно. Вот, вопрос в том, что типа просто как бы я слушал другую музыку, вот, и постоянно искал, мне было интересно, учитывая то, что там, ну, опять же, там, повторюсь, стала модная альтернатива, поток вот именно альтернативной музыки, он стал, типа, больше. Большим, да. Вот, и я не мог как бы мимо этого пройти, естественно, и что-то из этого мне тоже нравилось, хотя сказать, что все, вообще не могу. То есть, как бы, ну, я могу назвать огромное количество групп вот из тех времен, но вот так вот, чтобы я скажу, которые я вот действительно сейчас вот типа переслушиваю и которую я прям вообще одной из своих любимых считаю, это типа только, наверное, Deftones. Все, вот там, скажем так, типа там те же там Limp Bizkit, Slipknot, вот эти все группы, как бы, ну типа окей, классно, да, там я там когда слушал, но сейчас я что-то уже, не знаю, лет, наверное, 15-10, ну много уже их и не переслушивал, ну как-то, не знаю, типа все классно, все окей, но не так, как Deftones, скажем так, они меня зацепили. Потому что там вот настроение, вся эта история, и я, не знаю, до сих пор могу, мне кажется, переслушивать вот просто бесконечно альбом. Ну, то есть не было такого, что в какой-то момент, когда, например, вот эта вот альтернативная сцена, как раз как там Korn, Limp Bizkit, вдруг стала заменяться более агрессивной, такой как Slipknot, что это вот тут же ты начал чувствовать, что вот оно тебя даже против, может быть, твоей воли начинает как-то вот сдвигать. Ну, что ты начинаешь, ну, я утрирую, да, то есть все-таки, когда, например, пришел Deathcore, да, Despise Daikon, вот все эти супер брутальные команды типа All Shall Perish. И как только они стали популярными, опять же, много гитаристов, кто уже зарабатывал даже гитарой деньги, все равно, ну, в рок-музыке, естественно, все равно это как бы начало на них влиять где-то. Они такие, оказывается, можно же еще сильнее ослабить струну и еще быстрее играть. То есть у тебя такого не было? Вот прям вот так вот конкретно, наверное, нет. То есть струны я сильно все-таки не ослаблял. Вот, наверное, максимум вот дроп-дог, который у нас есть уже всю жизнь в грязлях. Знаешь, на самом деле, мне кажется, еще тут формирует все это дело окружение твое. То есть как бы, ну вот просто вот в какой-то момент мы там подружились с Борисовичем, с нашим гитаристом, с Андрюхой. И вот через него сразу начались появляться какие-то там другие моменты. Там типа вот эти более хаотик, хардкорные группы, да, там ты такой, прикольно, он тебе там что-то показал, ты ему, знаешь. И ты вот чем больше общаешься, то, естественно, ты условно сидишь вот в одной какой-то тусовке, и чуваков, которые не хотят, скажем так, изучать какую-то новую музыку, и там, наверное, ты будешь слушать там Металлику всю свою жизнь, и типа и кайфовать с этого, ну и классно. Вот. Ну, мы там как-то постоянно, знаешь, типа вот там общались, знакомились с новыми людьми, и с новыми там музыкантами, кто-то там что-то показал. И говорю, когда ты находишься все время в поиске, ты, типа, живешь, прогрессируешь, как мне кажется, вот именно как музыкант. То есть вот даже сейчас иногда я начинаю себя ловить на той мысли, что, типа, вот в детстве, когда мне было там лет 18, я просто, там, не знаю, у меня тонны просто этих были болванок. А потом уже мы с жесткими дисками бегали. Да, вот, с всевозможным музлом. И я не знаю, я столько групп слушал, я столько всего этого много нового знал, искал, и мне постоянно, у меня была прям жажда, мне необходимо было искать какие-то новые группы, что-то новое звучание, новое, вот там, хорошо, похожее, допустим, на это, но что-то новое, да, там как бы, сейчас я что-то как-то вроде уже все нашел, и как-то уже тут так, это уже поиск такой более расслабленный, плюс мы с тобой вот уже говорили на тему того, что, опять же, там, вот, когда времена у нас был плеер с кассетой, и мы могли один диск там слушать бесконечно, да, там, с развитием, скажем так, вот, типа, интернета и всего остального, у нас появилось намного больше возможностей искать, находить и легко, как бы, получать новое музло. Вот, поэтому, как бы, так что, типа, знаешь, типа, вот я сегодня такой весь, все, я такой только буду играть металкор, вот только там Killswitch Engage, и больше ничего никогда в жизни не буду играть. А завтра такой, типа, все, говно, играем Deathcore. И так, все, до свидания. Такого у меня не было. Нет, ну, как бы, естественно, новые группы появлялись, если они мне нравились, они мне были интересны.
Ну и интегрировались в любом Конечно, случае. да, разумеется. Если ты слушаешь условно там одну металлику, грубо говоря, вот ты вряд ли ты будешь сочинять там музло в духе Хендрикса. Ну, мне так кажется, наверное. Я могу ошибаться, опять же, может, есть уникальные люди. Но все равно, так или иначе, та музыка, которую мы слушаем, она все равно вот просто, даже, может быть, ты это не хочешь делать, но она все равно появляется в твоих там партиях и так далее. Может быть, там неосознанно, но что-то да вылезает. И это, ну, нормально, конечно. Она так или иначе интегрируется в твое творчество. Это как бы, ну, типа, истина. Окей, ты сейчас вот пару минут, может, чуть-чуть больше назад заикнулся про гитары из Краснухи. Я как раз вспомнил, что я тебя вот как раз в те ранние годы видел чаще с Лес Полами. Потом в какой-то момент была пауза, когда ты у меня из поля зрения выпал, потом такой... Витя со стратами. И я такой, опа. А я, на самом деле, сам больше фанат, наверное, фендерообразной гитары, страты. Сейчас у меня вообще любовь к телекастерам просто какая-то проснулась уже на протяжении нескольких лет. И я такой, о, страт — это хорошо. Как ты перешел? Как ты вообще, вот, твой путь по гитарам вот происходил к тому, что вот сейчас все-таки ты как раз вот ты чувак, у которого на руке Хендрикс. Ты играешь на... У меня Лес Пол тут тоже есть. Там Пейдж? Пейдж, конечно. Пейдж, наверное, появился раньше. Самый первый, конечно. Сначала Пейдж, потом... Конечно, все правильно. Эволюция как раз прослеживается. Так и есть, да. Как это происходило вот у тебя на уровне вот ощущений каких-то переключений? То есть сначала были Лес Полы, потом вот что-то начало в голове меняться, и потом вот бам, страты, еще и релики, еще и нэши. Да. Ну, во-первых, опять же, все растет из гризлей. То есть изначально мы играли хардкорный рок-н-ролл, где музыка была в 90% ну, типа, рифовая. То есть, как бы, это были рифы, и там, ну, понятно, соляки там по пентачуну и все остальное, но, как бы, Зак Вайлд играет, классно, все круто, и вообще очень много гитаристов, которые играют на Лес Поле. И, ну, у меня вообще в целом такое воспитание, наверное, какое-то более лес-польное, то есть я там слушал и Пейджа, и Зака Вайлда, опять же, там, Слэш тот же самый. Вот эти чуваки, как бы, ну, типа, я на них, как бы, рос, все остальное. Вот, поэтому, как бы, Лес Пол у меня всегда ассоциировался вот с гитарой мечты, которую я вот просто вот хочу, не могу, все. Вот Страт у меня с такой гитарой не ассоциировался никогда. Он у меня ассоциировался со старостью. Может, оно как раз есть взрослый. Возможно, исключительно. То есть я думал, что, типа, Страт — это очень какая-то старперская гитара, и, типа, я думаю, ну, не, я не буду на ней играть. Возможно, это все естественно произошло, все нормально. Вот, но, как бы, говорю еще раз, то есть у меня вот Лес Пол всегда ассоциировался вот там с гитарой мечты. В какой-то момент она у меня появилась, и, типа, я прям дико кайфовал. И она была в рамках Гризлей, ну, супер крутой и максимально подходила. То есть в рамках там рифов, в рамках той музыки, которую мы играли, это было очень все клево и здорово. Но, опять же, если слушать, там, смотреть просто хронологию, потихонечку раз там что-то, какой-то клинчик вылез, какая-то партия, что-то там на Хендрикса похоже, еще там что-то. И, ну, понятно, что меня просто понесло немножко в другое музло. То есть мне стало интересно уже не просто там рифы играть и там пытаться копировать Зака с его вот этими вертушками и все остальное. У меня, кстати, достаточно быстро я это переболел. То есть, как бы, опять же, понятно, что, ну, все, наверное, вот просто с этими, с вертушками играются одно время. Вот, кто-то Даже чуть я. больше. Ну, это нормально, потому что они реально, ну, типа, это круто. Ну, это классно. Это технически достаточно просто это все понять, а звучит очень эффектно, очень классно. То есть, как бы, ну, это явно проще, мне кажется, чем сидеть там вот это вот все там гамма и все такое. Вот, тут как бы все клево, плюс это максимально в тему. То есть ты не ошибешься, там, пентач врубил, вот эти вертушки, все, ты там король двора, король мира и всего остального. В общем, как бы клево. Но в какой-то момент это и наскучило, и, естественно, у меня была история с квакушкой, что, типа, я там только с ней и играл, и все, потом я просто ее убрал, и больше просто ей не пользуюсь. И вот в этот момент вот как раз-таки и начали появляться вот всякие чуваки, там, типа, Хендрикс, которую я вот просто почему-то вот как-то вот пропустил, знаешь, вот все, у меня был там Пейдж, условно, там, все мое детство, и вот такие чуваки. А потом вот как-то там, типа, Хендрикс, там еще кто-то, вот это там, начинаешь вот какие-то такие вот штуки изучать, и, блин, оказывается, это, типа, круто, это интересно, и это технически слушается очень музыкально. Это как раз-таки, знаешь, вот что самое крутое, вот мне всегда было. Вот я вот смотрю, вот там всякие есть там чуваки, типа там Джейсон Ричардсон, не знаю, знаешь, который, ну там, я не знаю, сколько там, 4000 BPM он играет. Вот. То есть как бы, вот ты понимаешь, что типа, ну, это, ну, понятно, что это, ну, очень-очень-очень сложно, но невозможно так научиться играть. Но это очень долго, очень много времени нужно эти гаммы гонять. Это, ну, фантастическая, колоссальная усидчивость, очень сложно, все здорово. Вот. Ну, как мне кажется,
максимальная крутость — это когда твое музло слушается максимально легко, просто и классно, но при этом фиг сыграешь. Да. Вот это клево. И вот тут вот я вот начал понимать, что типа, блин, а как раз-таки вот это вот оно. Ну, то есть, типа, блин, мне самому было очень сложно снимать поначалу вот эти все даблстоповые штуки, там, переборные какие-то ходы, там, типа, бенды, вибрато, чтобы это еще все звучало хорошо. Это же тоже достаточно сложно. Вот. Хотя я, скажем так, противник вот этих всех математических точностей в этом плане. Я люблю, когда есть небольшие там завышения, там, какие-то четвертона вылезают, знаешь, ну вот это, как бы, короче, мне это клево. Я еще раз говорю, я люблю, когда есть небольшая грязь. Не люблю вот прям супер пластиковую такую историю. Пусть будет более... Я люблю, когда более натурально. Но, опять же, никого не осуждаю. Вот, как хотите, что хотите, то и слушайте. Вот. И тут, ну, блин, Les Paul уже, короче, вот в этом плане начал, как мне кажется, вот проигрывать, потому что здесь уже захотелось больше стеклянного звучания. Появился сначала телек, потому что на тот момент, когда я уже начал слушать Хендрикс и все остальное, все равно я еще считал, что Страт — это про старость, и мне он не нравился. Ну, а телек, он все-таки тоже сингл-катовая тема. Телек, он все-таки, да, и как-то так похож, типа, и на Les Paul, и все остальное. Ну и, короче, типа, блин, ну телек — это классная гитара, очень красивая, мне тоже нравится. И я такой, типа, блин, ну вот, короче, ладно, хочу телек. И мой хороший друг Саша Ильчук, крутой гитарист, мы с ним очень долго вместе работали, и как раз-таки вот по его совету я вообще попробовал Nash Guitars и понял, что типа, я вот просто там условно приехал, там одна была гитара, достаточно сложно было их купить у нас, да и сейчас, по-моему, это не так просто. Очень непросто. Вот, да, то есть там одна была гитара вот в Москве, я приехал просто, я ее забираю, все, она мне нравится. Внешне круто. И опять же, вот такие гитары, как типа Les Paul, на мой взгляд, они круто выглядят, когда они, ну, типа, более такие аккуратные, в плане, что, типа, вот без состаренности. Хотя вот с потрескавшимся вот этим, там, как кракелюр это называется, тоже винтажный, прикольно смотрится. Но вот Страту и телеку ему прям идет состаренность. Вот он прям, короче, вот прям супер классный. Я вот не люблю, когда не телек, не Страт, когда они прям вылизаны. Мне нравится, когда вот есть какая-то эта фигня. Плюс, как бы, действительно тебе с ним обращаться, ну, проще. Я купил Нэш, в первый же день его об стол ударил и такой, да, хрен. Ну, с реликом, да. То есть, как бы, при том, что он в цене, да. Огромное количество музыкантов, кто покупают какие-то кастомовые, лимитированные инструменты, которые вот они, там, шишковские те же самые, да, гитары. Они фантастических денег Они прекрасны. Да. Ну, там, в принципе, есть и как бы более доступный вариант, но все равно ты смотришь, да, это как картина. Да, конечно. И просто ты вот на эту картину так вот... Ну, повесил и любуешься. Да, и вдруг на нее там капелька грязи какая-то попадает, и все, она испорчена. И так вот большинство этих музыкантов, они вот пылинки сдувают, не дай бог, там об стол задел. Релик ты покупаешь новый за бешеные деньги. Абсолютно. Стукнул, окей. Да. Главное, чтобы комплектация была... Более того, если ты захочешь его когда-нибудь продать, никто не заметит новый скол. Да ладно, это я шучу. Это уже отсылки к нашему видосу. Вот, короче, да, и потихонечку телек, как раз-таки вот во времена, когда у меня вот появился телек, все остальное, я еще тогда удачно-неудачно сломал себе палец на руке. И благодаря этому как раз-таки, чтобы вернуть какую-то там типа гибкость и растяжку, все остальное, я начал вот изучать вот всякие вот эти вот типа приколюхи с даблстопами, с какими-то странными аккордами, и это все меня, короче, погрузило. И тут уже, ну вообще, короче, не Les Paul, ничего, я просто даже в руки не брал, потому что, ну, в рамках этого всего это мне не нравилось, как это звучит, это не слушалось. Плюс вот, когда ты на телек там вешаешь небольшой там какой-нибудь легкий там овердрайв, это вообще, короче, блин, это кайф. Вот, и ты сидишь вот просто с этим, и это какой-то такой целый мир, просто мир перевернулся. То есть ты до этого, у тебя была там одна тема, а тут прям все, и ты такой, блин, крутяк, короче. И тут уже дальше ты понимаешь, блин, а звуков-то в телеке чуть поменьше, они чуть другие. И тут уже, блин, можешь Страт попробовать. И все. И, короче, ты пробуешь Страт, понимаешь, насколько это удобно в плане вообще использования гитары, то есть в плане того, как она сидит в руках. Опять же, понятно, конечно же, есть там всякие суперстраты, которые еще удобнее, но тут уже, наверное, мне они визуально меньше нравятся. Тут но тебе вообще, в принципе, сложно представить да, с майонезом там, или фуджигеном. Типа того. Я пробовал и с фуджигеном, и с суром, но оба продал очень быстро. То есть, как бы, ну, это я просто, ну, как бы не ощущаю это своим продолжением. Знаешь, типа, как бы классная гитара, очень хорошая, но не мое. Вот Страт я беру, и максимально все, естественно, гармонично. Вот это моя гитара, все клево. Вот. Поэтому, да, и там вот эти новые звуки появились. Плюс, ну, короче, плюс, опять же, у меня попался очень удачный Страт, опять же, Нэш. Я его ждал почти год.
потому что не было возможности купить, опять же, я его заказывал, ждал почти год, а ты понимаешь, да, вот типа ждать год что-то, это же можно 10 раз уже передумать. В плане гитары, ну типа за год может поменяться вообще все, что угодно. Не то, что там ты цвет хочешь другой, может уже с музыкой хочешь завязать, еще там что-то. Ну я прям ждал, и когда он пришел, я так боялся разочароваться, потому что у меня не было возможности его послушать. Так же, как и с первым. То есть я просто вот поверил в то, что типа, блин, это будет классная гитара, и все. И, короче, он приехал, я опять же, то же самое, я, вообще, все, это мое, ничего больше не надо. Значит, решение было принято правильно. Да. А мне это абсолютно знакомо, потому что когда Schecter только-только анонсировали первый мультискейл, эти струны, я его увидел, я позвонил своему товарищу, как раз, кто дистрибутирует Schecter, я такой: Серега, я это хочу. Такой: чувак, ну жди. Ну то есть как бы пока даже я тебе не могу ни цену сказать, ни даже примерно, когда мы его привезем. И там прошло несколько месяцев, и то есть эти месяцы я даже не знал, смогу ли я его вот через них заказать или нет. Проходит там месяц 3 или 4, он мне там пишет: ну все, мы вроде как это везем. Я такой: хорошо, сколько ждать? Жди, еще полгода. Жди. Ну вот, и точно так же я прям помню вот этот вот вечер, когда я с работы просто иду вот за этой коробкой, я не знаю, там, что. То есть это еще и у Schecter там был первый мультискейл. И я просто, я не знал, что меня ждет. Я пришел в магазин, открыл, ну, как бы, опять же, ты просто в магазине, ты вот, ну, особо не поиграешь, ничего. Посмотрел, такой: ну, окей, взял подножку, поехал домой. И ну, тоже я понял, что решение было вот абсолютно правильное, потому что чем больше я на нем играл, тем больше я продолжал вот восхищаться тем, что мне попался вот этот инструмент. Понятно, что я там не всегда мультискейл использую, потому что это специфическая вещь, но когда он нужен, он просто вот идеально работает. Возвращаясь к стратам, вот ты говоришь, что пошел, купил и играешь. Есть другая категория людей, которая купила, такая: ага, тут все круто, но вот я люблю вот еще вот чуть-чуть вот тут вот поменять, вот тут вот подстроить. Насколько ты вот доработать напильником даже дорогую гитару способен? Ну и вообще спокойно на это смотришь. Потому что есть Вова Исаев, например, вот мы тоже с ним, у нас выходило интервью. То есть это человек такой, который вот пришел, послушал гитару, все работает, все, я с ней делать больше ничего не буду, буду только струны менять. На тему напильника, это вообще отдельная история. Короче, я люблю поиграть на гитаре, но я вообще не умею ничего делать вот руками по-нормальному. Ну, можно то есть, к мастеру отнести. Да, это отдельный разговор. То есть я так и делаю. Ну, я чаще всего, конечно же, отношу к мастеру, там раз в полгода стабильно там... Профилактика, вот эти все необходимые действия совершаю. Вот, но у меня был интересный опыт. Короче, на тему, опять же, стратов. В чем его преимущество? В том, что он, как бы, типа, по сути, конструктор. Да. То есть ты вот захотел, вот отсюда там это взял, захотел, тебе не нравится этот гриф, взял, там, поменял другой, там, в конце концов, ты его там сломал в порыве, там, гнева на концерте, не знаю, что угодно. Вот, то есть все заменяемо, это очень круто. Вот. Другой момент, короче, у меня вот был такой период жизни, и, в принципе, сейчас, наверное, я уже не буду таким заниматься, я сейчас, наверное, уже просто закажу где-нибудь, и мне соберут, просто сделают, потому что это сложно самому все делать. Но я, короче, решил попробовать собрать вот конструкторы. И у меня вот есть два страта, один такой красненький, другой зелененький. Вот мой любимый зелененький получился прям классный, удачный, все здорово, потому что я его сразу отнес к мастеру, сказал: сделайте, пожалуйста, по-нормальному. И мне все это собрали, все получилось. А красный это был первый, вот, и он приехал. Ну, вот в этом, в разобранном виде, условно, там, датчики, понятно, там, это Илюхи Фокина. Фурнитуру я заказывал в каком-то там нашем магазине, не помню, где. Вот, соответственно, гриф там где-то из Америки, корпус где-то из Германии, ну, то есть через eBay все это все заказал, все пришло в какой-то момент. И вот лежит вот эта вот картина передо мной. И я такой: ну что, я типа не соберу, что ли, конструктор, что я стену могу просверлить, правильно? Тут же тоже ничего особо не надо. Ну и все, я такой, конечно же, взял шуруповерт помощнее. Ну, я же не буду, как идет отвертка, крутить, правильно? Я просто... А я, ну, я, знаешь, вот, типа, не из тех людей, которые любят там инструкцию почитать. Типа, там, я сразу, погнали, вроде все понятно. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся, да. И как бы, ну, разумеется, конечно, сейчас это слушать смешно, и я сам это вот сейчас и слушаю, и типа, думаю, вот, ну, типа, это же очевидно, чувак. Вот. Ну, я такой думаю, ну, погнали. Вроде там
прикрутил, гриф, там все нормально, эти там корпус, все дела прикрутил, остались колки. Ну, тут вроде, ну, конечно, там что-то криво, но вроде все встало, остаются колки. Я такой, ну, что, фигня? Погнали, что-то там отметил. Поехали. Сейчас сидите, уж треснула башка, ну, потому что, типа, как выяснилось, клен — это такое достаточно прочное дерево, его надо сначала сверлить, да, а потом уже вкручивали. А я прям, вот, им такой, странно. Думаю, давай-ка еще раз попробуем. Еще одна трещина. Я такой, блин. Ну, в итоге там что-то как-то склеил, но потом этот гриф вообще в целом он такой был какой-то неудачный. Я его в итоге оставил для наших экспериментов на канале. Хотя гриф, кстати, изначально, ну, типа, я заказывал недешевый. Но как бы в итоге я его сам сломал. И он у нас остался, в общем, да, для экспериментов. А я вот же новый гриф просто заказал в Relic Depot, и мне все это дело собрали. И, короче, вроде даже починили бедного красного этого стратокастера. Вот, ну, короче, да, и с тех пор я просто понял, что нет, я больше сам этим увлекаться не буду. Это, конечно, наверное, все очень весело и интересно, но не для меня. Вот. Ну, а вообще, если говорить там не доработать напильником самому, а поменять Франкенштейн. Вот, да. Вообще твое отношение к Франкенштейну. Отлично, прекрасно, замечательно. Вот говорю, вот у меня, вот, допустим, по сути, у меня сейчас, наверное, все стратокастеры так или иначе Франкенштейн, но за исключением Нэша. Там единственное, что я поменял, это сингл на рельсовый хамбакер от Илюхи тоже. Вот, потому что мне не хватало все-таки на там рифчиках более такого плотного звучания. Да, конечно, да. И, то есть, и там же, опять же, фон, все вот эти нюансы. Первое время я, кстати, на нем играл в грязлях, без даже вот этого хамбакера на сингле. Ну, боролся как мог вот с этими нюансами. Благо, у нас там есть Андрюха с Лес Полом. И в сумме, короче, Лес Пол, стратокастер, короче, классная тема. В сумме все окей. Вот. А тут уже дальше уже остальные, я уже там экспериментировал как мог, и разные датчики менял, пробовал там 1, 2, 3, 5, 10, разные там фурнитуры и все остальное. То есть, как бы, это да, это я люблю, это я вообще советую делать. То есть, как бы, типа, условно, если там вам нравится очень там гитара, которую вы там играете долго, да, там, ну, не нравится, как там что-то там звучит, то можно поменять датчик вообще без проблем. И не выкидывать гитару, не продавать. Вот, я к тому, что типа это нормально. Ну да, вот как раз да, ты, получается, не относишься ко второй категории гитаристов, которые абсолютно спокойно там взять гитару, даже достаточно дорогую. Понятно, что да, ее создавали с какой-то концепцией, но вот мне вот надо чуть-чуть поменять. Я просто как раз из тех же самых людей, то есть я слышу, как звучат конденсаторы, притом с невыкрученной ручкой тона. То есть я пробовал, экспериментировал разные там бумагомасляные конденсаторы, керамические конденсаторы. Это я тоже пытался изучать вот эти нюансы. Вот, и я прям понимаю, что даже с открытым тоном, не срезанным верхом, разные конденсаторы, они немножечко по-разному окрашивают. Ну, как бы, окей, Вова Исаев, вот он слышит, как колки звучат. То есть, и никто... Не, ну, ради бога, еще раз говорю, блин, тут не просто же так придумали столько всего. Пожалуйста, занимайтесь, изучайте. Вот. Я тоже пробовал, я заказал, естественно, вот под этот красный страт самые дорогие там конденсаторы, там что-то. Я думал, блин, ну надо прям классно сделать. Все, в итоге потом подумал, блин, да, не знаю, я что-то не понял. Оставил ручку громкости. Да, какая разница, что-то... Ну, как бы, типа, блин, я просто не супер эстет в этом плане. Ну, то есть, как бы, я люблю там послушать музло, люблю посочинять музло. Я очень легко могу понять, если у человека, там, грубо говоря, как мне кажется, вот именно там какой-то музыкальный вкус, вот в плане там каких-то там, типа, хитрых ходов, знаешь, там, типа, или еще что-то, либо, наоборот, все очень там, по моему, опять же, мнению, там, топорно, там, что-то слушаться. То есть, такие вот эти нюансы я могу как-то там определить, знаешь, типа, вот тут бы вот так вот сделать, вот тут так. То есть, вот я вот это люблю. Люблю поиграть, люблю послушать, там, посочинять. А вот что-то там покрутить еще, ладно. Но вот когда начинается уже чуть глубже, там вот эта эквализация, какие-то там вот эти компрессии, что-то там обрабатывать. Вот это если брать софт и все эти дела, тут я такой очень поверхностный знаток. А что касаемо уже вот прям технической составляющей, тут вообще темный лес, и я такой, я даже туда просто не лезу, не надо, это не мое. А насколько ты сейчас вообще следишь за какими-то вот новинками, опять же, в плане там электроники, фурнитуры? Понятно, да, то есть у тебя есть какое-то вот свое уже такое фундаментальное восприятие гитары, какой она должна быть с учетом того опыта и количества гитар, которые у тебя было, и включая гитары из микроволновки Ролтона. Вот, но да, то есть когда вот появляются там какие-то, ну, я вот, например, подписан на разные музыкальные издания мировые, и, естественно, там раз в неделю там что-то вот они постят какие-то новинки, естественно, я это читаю, там что-то вот меня цепляет, что-то не цепляет. Но бывают вещи, которые я так, опа, типа, вот это что-то интересное, и я очень хочу это попробовать, даже с учетом того, что это могут быть гитарные датчики, но я басист, но мне это интересно. Вот насколько тебя вот это вот
техническое развитие вот гитарных составляющих, оно увлекает, и ты за этим следишь? Не сказать, что я прям супер слежу. То есть я на что-то подписан, конечно же. Разумеется, какие-то громкие вещи, они, ну, так или иначе все равно появляются. Вот мы с тобой говорили. Я, наверное, больше даже слежу за какими-то софтовыми штуками, да, софтовыми. Вот именно всякие плагины, вот там тот же самый Neural мы с тобой обсуждали, там вот эти все дела. Вот это интересно. Вот. Всякие такие приколюхи, которые там появляются вот в гитарном плане, наверное, типа датчиков и все остальное, ну, наверное, не особо. То есть, как бы я нашел какое-то свое такое прикольное звучание, и меня оно максимально пока устраивает, и я особо сильно это дорабатывать не хочу. В плане форм-фактора гитарного, да, там есть, конечно, прикольные штуки. Ну вот опять же, там типа Leica Guitars, это маленькая гитарка, которую это прям прикольная тема, и вот это я прям захотел, типа, блин, хочу такую гитарку себе. Вот, это, короче, типа, вот такие штуки, конечно, да. Вот, наверное, вот больше именно вот что-то такое вот глобальное, типа, гитарку какую-нибудь увидел странную или там еще что-то. Вот у этих самых Soundbrenner есть такой хитрый метроном, знаешь, который... как часы. Да, вот это, наверное, прикольно, я бы попробовал, но тоже пока, типа, знаешь, или жаба душит, или пока что не было возможности это дело попробовать. Вот, как-то там, короче, ну, в общем, вот это такое что-то, типа, интересно. О, было бы прикольно, знаешь, как-то так, но, наверное, нет, наверное, не сильно фанатично в этом плане. Вот какие-то такие вообще прям фундаментальные вещи, например, как, опять же, там, Abasi Guitars. То есть это ну, вот что-то такое, много струн, Fishman Fluence, все вот это вот такое. Много струн. Тут, наверное, просто, еще раз говорю, учитывая того, что этого так много разного, и еще со времен там этих ибанезов восьмиструнных, там все как-то это мне не сильно так привлекало. Я все равно, даже если и там условно там какой-то там металл не понимаю, то я все равно как-то у меня, наверное, в голове более шестиструнный не воспринимается хотя бы даже визуально. То есть как бы это все я не совсем понимаю, не совсем хочу у себя иметь. Вот, как бы я пробовал, конечно, играть, но типа, блин, я типа просто не из этого зла, поэтому прям большого... Тяги не возникает. Тяги нет, да. У меня, наоборот, больше возникнет тяга, если я вижу какой-нибудь там типа страт старый. Знаешь, типа, какой-то вот недавно там увидел там какой-то розовенький, красивый, весь такой, как будто его просто там, я не знаю, думаю, блин, какой красивый страт. Типа вот, у меня как-то так все, знаешь, вот. Вот эти, нет, Abasi Guitars прикольно, мне сам просто этот чувак интересен и музыкально. Блин, мне, наверное, больше музло интересно, понимаешь? Вот, типа, мне вот больше интересен сам Абаси, чем его гитара. Вот, потому что, вот, на мой взгляд, как бы это даже, ну, типа, круче, вот, и глобально. Хотя гитара у него, ну, тоже прикольная, красивенькая. Окей, там, да. Может быть, Стрэндберг, вот. Ну, то есть Абаси Стрэндберг, да, тоже, ну, безголовые гитары, в них я вижу какой-то прикол. Есть, да, то есть, как бы, я, вот, типа, говорю, 7-8 струнную не хочу, а вот безголовую, вот, маленькую, я захотел себе. Я, может быть, даже еще что-нибудь подобное, может быть, типа тот же Стрэндберг или что-то в духе, я, может быть, себе и приобрету. Это прикольно, в этом что-то такое есть, это мне понравилось. Вот. А так вот, ну, наверное, нет, восьмиструнки все-таки не будет. Ну, я, опять же, то есть, может быть, там... Хотя, блин... Те же самые Fishman Fluence, к примеру. Зарекаюсь опять. А вот завтра, блин, понравится какая-нибудь, и появлюсь, а скажут, вот это самое. Нет, посмотрим, короче. Пока вот на данный момент не хочу. Там посмотрим. Под конец беседы хотел о вот 2020 году с тобой поговорить, Да, потому веселый. что год вообще получился, ну, скажем так, веселый. Да, мягко говоря. Мягко, да, и жестко говоря, тоже веселый. А насколько этот год на тебя, как на музыканта, повлиял? Потому что я знаю, например, часть музыкантов, которые просто пересмотрели свое отношение к музыке, потому что да, до этого времени у них все было хорошо, они строили какие-то прям далеко идущие планы, и этот год просто показал ненадежность этих планов. Некоторые музыканты, наоборот, они вот только еще сильнее мобилизировались. Мы это преодолеем, это нас не убьет, это нас сделает сильнее. Кто-то просто сказал, ну, окей, я буду продолжать также заниматься музыкой, но, пожалуй, я вот еще займусь, пойду программированию учиться. Вот как на тебя этот год повлиял? Не знаю, у меня, наверное, ближе ко второму варианту. То есть как-то получилось переформатироваться немножечко в такого вот чувака за компом с гитарой, вот, в плане композиторских дел, аранжировочных, всяких таких нюансов. Вот именно на творчество Гризлей, наверное, не сказать, что это сильно повлияло, потому что это все-таки делает не один человек. Ну, типа, пусть и музыка все равно идет от меня, но как бы
важно еще составляющая, вот как бы важная составляющая, это как бы типа там Андрюха, другие чуваки. Ну как-то вот у всех просто на всех, скажем так, вот этот вот коронавирусный кризис, он повлиял по-разному. То есть кто-то там типа вот, там абстрагировался и все, типа там я не могу сейчас заниматься творчеством, у меня не такое вот типа настроение, все. Кто-то наоборот, кто-то там типа, что мы будем делать, вот и все такое. У меня как-то типа первые недели я такой, блин, что мы будем делать? Потом такой, ну окей, ладно, займусь там Инстаграмом, займусь там тем-то, еще там что-то. Плюс, да, там очень много людей переформатировалось в плане, стали там преподавать, я в том числе. Вот, и, ну, как бы я и преподавал до этого очень давно, очень долго, и как бы просто очень большой промежуток времени у меня не было на это время, банально из-за того, что я был все время в разъездах. А так, типа, вот сейчас время появилось, такой, почему бы и нет, как бы, и я могу что-нибудь полезное рассказать, плюс, как бы, типа, какой-то доход, все остальное. Вот, ну и в целом это, мне кажется, это прикольная тема. Благо у нас сейчас есть на том же Ютубе огромное количество разных чуваков, которые круто все объясняют, круто все рассказывают, и вариантов, кому пойти учиться, очень много. Вот, но у меня так получилось, так прикольно, что у меня практически очень мало именно прям новичков приходит. То есть у меня приходят основные ребята, которые типа, блин, а вот тем мне нравится, как ты вот типа аккорды обыгрываешь, там, или еще что-то. То есть там, как рифы научиться играть, там, они могут там на ютубе посмотреть, там, или еще что-то, и что-то. А вот тут, типа, вот именно вот такие точечные нюансы, которые я вот, типа, могу как-то подсказать, это как бы прикольно. Я, блин, сам даже занимался с Ником Джонстоном. Да, так получилось. Но я просто сижу такой, блин, что-то как-то стало интересно, а что вот такие чуваки делают? Вот сейчас наверняка же он тоже как-то там сидит. И я ему пишу, типа, там, хей, Ник, там, типа, здорово, все дела, типа, я там чувак из России, все такое, вот там, скажем так, для того, чтобы он имел какое-то представление, какой-то скинул даже видос, типа, вот там, зацени, вот там что-то делаю. Он такой, блин, классно играешь, чувак. Я говорю, слушай, а ты, ну, не преподаешь, там, нет, там, у тебя урок по скайпу? Я бы там поговорил, мне просто очень интересно, как ты мыслишь. То есть, явно он не самый техничный гитарист из всех вариантов, которые есть. То есть, как бы там... Но он вкусный. Он супер крутой. Я большой его фанат. Вот. Я, к сожалению, не смог прийти на мастер-класс. Вот. Да, блин, я завидую. Но я надеюсь, что еще приедет. И, вот. И, короче, типа, мне просто вот реально интереснее пойти вот к такому чуваку, чем, например, к тому же там Рику Грэму, который, ну, фантастически круто, вот это все, или там какой-нибудь Джейсон Ричардсон. Мне просто интересно, как вот он мыслит, и мы с ним реально просто час тупо говорили. Я просто, вот мы с ним просто сели, мы созвонились. Я написал, типа, так и так, не преподаешь? Он такой, да, вообще без проблем, вот, можем в понедельник, там, тогда-то. Я говорю, клево, давай, короче. Вот, могу даже по секрету сказать, сколько это стоило, по такому секрету. Ну ладно, если кому интересно, пишите. Вот, и, короче, пообщались, я ему сразу типа спросил, вот, говорю, расскажи, какими там теоретическими моментами ты пользуешься, как ты там учился. Мне просто, это как был такой какой-то формат интервью, вот просто музыкант, который мне очень интересен, вот у меня сейчас есть такая возможность с ним, типа, просто вот прям по скайпу пообщаться, и это круто, короче. Вот это такое уникальное сейчас время. Я очень много чего интересного у него узнал. Многое, что подтвердил то, что я как бы и сам понимал, и это еще, от этого еще круче. Вот, поэтому, короче, ну, типа, это даже клево, что сейчас активизировались, скажем так, чуваки, которые могут преподавать в плане тех, которые могут, в общем, рассказать какие-то полезные штуки кому-то, которые могут что-то объяснить. Вот, это клево, вот, и, ну, короче, вот, то есть вот это, то, что вот эта часть начала развиваться, это, я думаю, что отразится только положительно, скажем так, на музыкальной составляющей в дальнейшем. В целом, вот эта вся ситуация с тем, что концертов больше нет и непонятно, когда они будут, она, конечно, мне совершенно не нравится, и я безумно скучаю по турам и концертам и все остальное. Но объективно я нашел себе чем занять себя за это время. Вот. А сольном творчестве не... Сольном творчестве, смотри, на самом деле как? У меня просто так получилось, что до этого вот очень много всяких там типа разговоров в интернете про какие-то технические составляющие разных там гитаристов, которые там кто-то там хорошо играет, кто-то плохо. Я вот просто по себе сужу. Вот реально, я когда, у меня вот там вот эти там, условно, там, до этого там года 3, когда я вот постоянно был в каких-то разъездах и все остальное, я вот реально почему-то что-то мне мешало по всевозможным причинам вот просто сесть и начать заниматься на гитаре. Ну, потому что, как бы, блин, мне было просто не до этого. Я реально уставал, может быть, даже от гитары. И там я был все время там в каких-то разъездах, или я там все время что-то сочинял, или я там что-то там записывал, или еще что-то. То есть, короче, это все было вот какой-то такой вот этот вот поток всяких разных действий, и ты вот реально вот эту вот важную составляющую, там, типа, заниматься просто на инструменте, ты, типа, откидываешь. Потому что ты на нем все время играешь. Все время, каждый день. Репетиции, все остальное. Ну, типа, ты устаешь от него.
приходишь дома просто заниматься другими делами периодически. А тут как бы этого всего у тебя больше нет, по сути, сейчас на какой-то промежуток времени. И ты такой, блин, прикольно, давай-ка начнем заниматься типа, на гитаре. И я вот не знаю, я за эти там полгода, мне кажется, больше, чем за последние лет 10 на гитаре занимался. То есть это как бы, ну, в этом плане это дало какие-то свои плоды, мне кажется. На тему сольного творчества, ну вот в Инстаграм я там периодически выкладывал, как раз таки в этот промежуток времени, разного рода вещи. Может быть, кому-то интересно. Мне постоянно пишут на тему того, что типа, чувак, давай там сольный альбом. Я небольшой фанат такого явления, как инструментальная гитарная музыка, ну, потому что, как бы, мне нравится, допустим, знаешь, там, послушать ее, вот, чтобы понять какие-то там технические моменты, или там мелодический какой-то ход прикольный, там, или еще что-то, но вот как песни я это не очень люблю слушать, вот, и я очень долго для себя прям говорил, что нет, я никогда не буду заниматься инструментальной музыкой, вот. А сейчас, вот не знаю, сейчас вроде как бы и прикольно, и, может быть, даже каких-нибудь пару треков я запишу. Тем более там после батла какие-то наброски появились интересные, еще что-то. Короче, в общем, может быть, что-нибудь такое и родится, да. Ну да, ты же, в принципе, ты же к батлу как раз писал эти Да, треки. Это было не что-то из там творчества Гризлей переформатированное. Изначально должно было быть. А получилось в Да. итоге просто Ну вот новые инструментальные треки. Из-за коронавируса как раз-таки мы планировали с Гризлями сделать что-то новое, альбом или эпишку, как раз вот к марту, кстати. И у Сереги должен был выходить новый альбом, и мы тогда договорились, давайте типа сыграем 3 трека Серегиных, 3 трека ваших. Вот, а я такой, типа, ну у нас вот там был материал, но я его сейчас слабо представлял, как я могу под него что-то вообще играть, потому что у Сереги задача чуть попроще в этом плане, у него изначально инструментальное музло, а у нас что-то Андрюх поет. И я, конечно, голову поломал, но вроде там что-то пособирал, а потом вот случилось это вот «Здравствуйте», и все это переносится на полгода вперед, и я такой говорю, ну, блин, давайте тогда какие-то уже другие, наверное, штуки, у Сереги сейчас альбом выйдет, и Дима такой, ну да, давайте делать новое. И тут я такой, блин, ну, надо придумывать что-то, сочинять. Ну, благо у меня какие-то были там наработки, там еще что-то, и в сумме вот родилось, да, вот 3 трека. Вроде даже что-то прикольно. То есть, как бы, Ну да, вот, тот трек, который вы потом на концерте с Гризлями играли. Второй. Да, очень крутой. Ну вот я вот думаю, может быть, его, кстати, и типа записать по-человечески, как-то там довести до ума какие-то основные нюансы, на которые я, может быть, типа там забил в силу отсутствия вот какого-то там времени там или еще чего-то, ну вот, который мне вот сейчас уже просто не очень нравится. Знаешь, то есть такое бывает, когда ты еще музыку не выпустил, и это можно делать бесконечно, потому что ты такой, блин, а вот тут можно было вот так, а вот тут можно было вот так. И это просто страшная фигня. На самом деле, надо, по-хорошему, надо просто брать, вот у тебя 2 недели, условно, на запись альбома. И все. Вот все, что записал, все, отпускай. Дальше уже не надо, потому что можно переделать бесконечно. И вот тут у меня вот такой же момент, что я сейчас уже слушаю, блин, вот та часть, которая с перегрузом, мне уже вообще не нравится, и я уже думаю, блин, может ее переделать. Ну, короче, может быть, я это что-то запишу из этого. Серега, в общем-то, нашел в этом плане выход. Он неоднократно об этом говорил. То есть, как только он понимает, что надо садиться за новый материал, и чтобы это не продолжалось много лет, ну, как было с последним альбомом, когда вот он решил все-таки вот доделать так, чтобы понравилось. Он всегда такой, у меня будет тур, презентация альбома, он уже букирует даты в клубах, и такой, ну окей, теперь можно садиться за альбом. Ну, тут я не знаю, как у кого, у меня, наверное, это так не сработает. Я боюсь вот именно вот этого момента высасывания из пальца, знаешь, когда в какой-то момент у тебя уже начинается все дедлайн, и ты такой, надо хоть что-то написать. Я вот так не люблю. Я люблю, когда ты, пусть там, не знаю, 3 месяца у тебя ничего не рождается, а потом зато там просто раз, и все, и ты там что-то классное сделал, вот. Потому что, блин, ну, я просто проходил всевозможные эти варианты и с высасыванием, и так далее, и, короче, это не то. Все треки, которые были вот вымучены, они мне не нравятся. Но это всегда чувствуется у многих музыкантов, даже у фермачей, у которых вроде бы есть там деньги и на продюсирование, и на там постпродакшн весь последующий очень крутой, все равно ты понимаешь, что да, вот это было вот написано вот таким вот порывом, ну, да. Связь с космосом установилась, конечно. все. А вот это вот просто уже шла такая математика, перебирание нот, ну вот нормально вроде слушается, все окей. Да, это факт. Но тем не менее, я бы был рад, если у тебя что-то вышло в плане музла, потому что как раз ты вот сказал про Ника Джонстона, вот тут я не знаю, в какой момент в твоей игре появилась вот эта вот чуть-чуть такая манера, может быть, какое-то легкое копирование. Я у нее подсмотрел эту штуку с бриджем, правда, сейчас уже я что-то меньше использую, я его заблокировал, и мне просто лень его раскручивать обратно. А одно время он у меня был такой свободный, и я постоянно пользовался. Да, это я, ну, как, для
того, чтобы быть максимально честным. На самом деле, я это видел, по-моему, еще и у Вая, еще там на кассете 1000 лет назад, но не в таком виде. Вот. А у него прям это, ярко выражено, это сложно было не заметить. А я небольшой фанат такого явления, как рычаг. Он не мешается, мне неудобно, я просто его не так часто использую на глубокие там какие-то погружения и все остальное. А вот это прям прикольно. Вот именно для аккордика добавить. Да, это есть, это я люблю посмотреть. Ну вот Ник, когда приезжал, он как раз рассказывал, я спросил, я говорю, слушай, где рычаг, почему ты вот это делаешь? Он говорит, у меня есть проблема. Я очень люблю тремоло-систему, я очень люблю этим всем пользоваться, и если у меня появляется рычаг, я начинаю его использовать везде, где только можно и нельзя. Как с прокушкой, знаешь? Да, то есть это просто вот как второй медиатор, которым ты пользуешься того. всегда. И это такое искусственное просто вот заставляние себя пользоваться им чуть-чуть меньше, потому что просто это неудобно постоянно в игре использовать. Но вот он к этому пришел. Но мне очень понравилось, конечно. И вот у тебя отголоски вот какие-то вот это вот его игры, они я пока так, конечно, хорошо не умею, как он, но... слышны. Но я имею в виду даже с точки зрения вот просто каких-то гармонических идей, то есть все равно это вот в новых треках было слышно. Ну, это, говорю, еще раз, так и должно быть. Ну, то есть, типа, мне это нравится, я это слушаю, и, разумеется, я это так или иначе, осознанно или неосознанно, все равно интегрирую в свой. Но тем не менее, Тосин Абасин тебе нравится, но вот Тосин я у тебя в игре не слышу. Ну, он, наверное, нравится все-таки меньше, я действительно давно не слушал. Да, это правда. Да, а этих вот чуваков я прям, тот же самый Матео Сасата. Единственное, что он, конечно, ничего не выпускает сольного, то есть он же работает сессионно, либо там вот все его творчество в Инстаграме, ну, он вообще уникальный чувак. Очень крутой, вообще какой-то самородок просто, супер талантливый. И да, вот он тоже мне очень интересен. Ну, кого вот еще мог бы назвать? Например, даже вот, чтобы ребята, кто нас слушает, могли тоже... Матеос Асата, пожалуйста, это вообще супер классный чувак. Прям вот первым делом надо знакомиться с ним. Притом можно, да, идти в его Инстаграм. Да, идти в его Инстаграм, да. Плини, интересный чувак, на мой взгляд. Потом также, из типа вот таких групп всяких околометальных, там, типа, и не инструментальных, типа, там, Периферии мне нравится, тоже то, что там Марк делает. Там, Полифия, пожалуйста. Есть еще сейчас такой чувак, Мануэль Гарднер Фернандес, такой, типа, у него, типа, правая рука очень, типа, быстрая, его, типа, обвиняли в том, что он, там, фанерщик и ускоряет видосы. Но он, правда, там, действительно, что-то там делал, какой-то видос фанерный, у него даже есть там видос, где у него джек не вставлен, там разбирали. Ну, это так, конечно, забавно, но, типа, мне пофигу, мне все равно интересно то, что он сочиняет. То есть, как бы, даже если он это сыграть не может, ради бога, мне это, интереснее в плане того, что я могу здесь какие-то полезные мысли для себя подчеркнуть. Вот, это такой, наверное, один из последних чуваков в списке, потому что, как бы, не сказать, что я его, типа, там, большой фанат, но что-то, какие-то прикольные ходы у него есть. Ник Джонстон, понятно. Очень много мне нравится всяких блюзовых чуваков, типа, там, Эрик Гейлс, Филипп Сайс. Вот такие вот ребята. Эрик Гейлс вообще интересный чувак, он наоборот гитару держит, и у него 6-я струна снизу. Да, у басистов тоже есть такие. Да, вот. Но он прям тоже интересный. Как песни мне у него не очень нравится музыка, так же, как и у Филиппа Сайса, потому что вот именно такой блюз-рок в его классическом понимании я тоже долго не могу слушать. Я начинаю стареть, мне кажется, сразу же. Сразу волосы сидеют. Да. Не, опять же, не хочу никого обидеть, но типа просто мне очень нравится технически вот эти всякие вещи, там, рейки, все остальное. Очень здорово, все круто, но я просто, не могу это долго слушать. Вот и все. Типа мне быстро надоедает, я сразу переключаюсь на что-то там еще. Это, наверное, так у всех, типа, мне кажется, сложно что-то одно слушать долго. Вот. Я даже не знаю, что я могу слушать долго одно. Вот тут сейчас хороший вопрос, кстати, у меня в голове возник, надо его как-то обдумать. Не знаю. Но мне кажется, можно что-то долго слушать, но с перерывами. Разве что так, да. Вот, да. То есть у меня, например, есть там такие банды, Deftones как... я могу слушать. Вот, да. Опять же, Deftones. Если я там к себе это применю, Mudvayne, да. В свое время я когда увидел Mudvayne с их клипом Dig, и начал немножечко разбирать я помню это. вообще то, что делает Райан Мартини. И я понимаю, что я не могу их слушать постоянно, но с какими-то промежутками я все равно возвращаюсь. И как раз когда я подписался на Spotify, то есть одним из первых, что я был, точно, есть же Mudvayne. Надо и я переслушал вот LD50, первый альбом, просто который невероятный, где есть гитара и есть бас-гитара. И это как просто две разные гитары. Вот они абсолютно равноценные значения имеют в гармоническом наполнении.
их музла. Было очень круто, что ты зашел, было клево пообщаться. Да, Ребят, взаимно. если у кого-то есть еще вопросы к Вите, то обязательно пишите их в комментариях. Мы будем их читать, напоминать Вите, чтобы он на них отвечал. Подписывайтесь на канал Музон. Ты, кстати, как ты Музон еще продолжаешь вести? Сейчас у нас некая пауза, но у нас есть, скажем так, по секрету, идеи по реанимации и там канал Музон, и есть еще какие-то совершенно новые идеи, может быть, даже для другого канала. Короче, я думаю, что мы еще вернемся как-то в пространство вот это вот ютуберское. Поэтому, короче, подписывайтесь. Там есть что посмотреть все равно. Следите за Витиными соцсетями. Также Витя сказал, что он преподает, поэтому если кто-то хочет подчеркнуть для себя что-то новое, то тоже welcome. Пишите. Обращайтесь. Пообщаемся. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Мир музыки. Всем пока. Пока-пока. Крутяк. Да. Вроде весело, Да. бодренько.